Всем привет! Я что-то нашел, и похоже таких мест здесь полно. Мы сейчас с той стороны шли и видели развалины. И вот я дошел до этих развалин, а тут видно, можно посмотреть, с левой стороны какое-то помещение, с правой стороны какое-то тоже, с правой стороны вообще завалено. Интересно, сколько лет этим камням. Так, решили мы все-таки подняться. Сейчас с левой стороны вдоль озера там будет позиция артиллерийская старая, разваленная. Сейчас пойдем посмотрим. Этот форт, куда мы сейчас идем, так и называется Форте Гарда. И находится он на горе Монте-Брионе. Вот отсюда его уже видно. Посмотри, тут вот три дорожки. Смотри, с левой стороны дорога. там еще куда-то. Повыше. Там ступени. По ступеням что-то мне неохота скакать. Вот эти. Ну, почему наверх, наверное, сходить на эти ступени? Тут тоже, может, уже на самом верху. Посмотрю, вот это именно в Риме много вот таких. Именно вот этих сооружений. Как они называются? Вот фортов. Да, снизу, здесь, там по карте. Несколько штук здесь в городе. Ну, это туда. Надо все сходить здесь. Все проверить. Здесь закрыто. Думал, по-русски написано, но нет. Это там получается именно вот там. Вот представь, сколько лет этим фортам. Прикоснись к старине. Когда-то люди к ним тоже прикасались. Да, мощное сооружение. Вон видно бойницы пулеметные. Вовнутрь можно, интересно, зайти? Конечно, он туда идет. А что, вход еще платный, наверное, да? Пойдем. Bitte? 10 Uhr? Okay, muss aber noch warten. Бесплатно. Я по-итальянски читать не умею. Там написано по-немецки. Вовнутрь можно зайти, но в 10 часов только откроют. Сколько время сейчас? Я же тебе сказала, без 20. Без 20, еще 20 минут можно туда подняться. Сверху еще есть батарея Димеццо. Пойдем. А в этот форт надо обязательно зайти. Батарея Димеццо. Так, а куда найти нужно? Налево или направо, непонятно. Какая дорожка на тебя больше смотрит? 40 минут туда идти. 40 минут? Я Тогда не пойдет. тогда не пойдем. Вот получается вот эта речка, да? Вот это Линфано получается, а он тут Торболь. Втекает. Или вытекает, Да, озеро эти- все втекает, или втекает. Они-то, в принципе, Да, вместе один город. Ну, Тот названия разные. Торболе, он получается более так, там таких много жилых домов, а здесь Линфано он как больше тут Получается, туристический это кемпинг, да, центр, наверное? кемпинг-плац. Похоже, Ну, кемпинг, да, стоит? вот сейчас уже почти 10 часов, город оживает, уже много яхт вышло вон на озеро, смотри, сколько их. Какая здесь красота. Это такие, как они называются? Доски с Вот по этими этой парусами. дорожке надо обязательно тоже пройтись. Так, пока мы ждем вход
форт. В 10 часов он откроется. Еще раз полюбуемся такими вот видами. Я так думаю, что вверх идти до батареи, написано 40 минут идти. Это не стоит оно того. Мы сейчас просто взмокнем. Ступеньки тут вообще крутые. Тут надо 2-метровым быть, чтобы делать такие маневры. Сейчас, может, еще немножко поднимемся. В Испании, когда мы когда гуляли, да? Угу. Как-то себе на фоне. Некрасиво. Такое же, как море, да? Как будто каком-то... И со левой стороны мы сейчас показывали город Линфана и Торболи, то вот с этой стороны вот видно город Рива-дель-Гарда. Здесь, если вдоль озера идешь, здесь постоянно нужно по скалам скакать. И вот повсюду есть такие смотровые площадки, где можно посидеть на скамейке, отдохнуть. Вот мы находимся здесь. Ну, в принципе, наверху находимся. Это батарея. Где она? Не, вот это что такое? Он просто, видимо, по склону идешь, но наверху уже на самом. Может, они посчитали 40 минут ходьбы до этой батареи из-за того, что быстро не получается идти. На самом деле она тут близко. Так, вот по такой дорожке постоянно приходится вверх скакать. Так, жена осталась внизу, а я решил все-таки еще немножко подняться. И тут такой вот непонятно, что это такое. Походу там есть вход. Ну точно. Ой. Вот точно. Это бункер какой-то. Так, ну здесь, конечно, все закрыто. Все заварено. Ух ты ж. Здесь темно, не видно ничего. Тоже бункер какой-то. Так, пойду наверх, а то жена потеряет меня. С левой стороны у нас оливковый сад. Можно пойти оливков набрать. Что мы говорим, не пойдем, а мы уже почти дошли до этой батареи. Нет, там еще дальше. А вон туда дорожка идет асфальтирована. Сюда на машине можно подняться. На 100%. Но идти нам надо еще, наверное, выше, вот туда вот. Собачку пропусти. Идешь вдоль озера и постоянно направо тянет. Посмотреть на такие вот виды. Собаки уже запыхались идти. Да, собаки запыхались, а что говорить о нас? Если на нас посмотреть, мы тоже, наверное, взмокли все. Собаки. Язык наружу. Ну так что, идем мы наверх или пойдем опять в город? Да ну 40 минут это... Пошли это надо когда-то еще. Сейчас. О, уже без 3 минут 10. Ну все, Видишь, пошли назад. дорожка еще резко вверх идет. Это еще, конечно, можно когда-то сходить, но не сейчас. Ты ж. Здесь довольно темно. Прикольно. Не знаешь, куда идти? Смотри. Пойдем сначала налево.
Вот страна. В таких гротах, вроде на улице жара, 30 градусов, а сюда заходишь, и никакого кондиционера не нужно. Здесь постоянно прохладно. Здесь как в холодильнике. Здесь везде есть стенды с информацией, и она дублируется на немецком языке, так что можно кое-что узнать. Так, там еще наверх есть лестница. Ух ты, что-то заблудиться можно. Так, мне надо жену подождать, а то я ее потеряю здесь. Но до Первой мировой войны этот город Рива-дель-Гардо был австро-венгерским, а после он уже стал итальянским после войны. Так вот, этот форт был построен за 4 года между 1904 и 1907 годами. Слушай, тут... И где бы 300 метров большой этот туннель. Пойдем куда-нибудь. Я хочу туда, где ты был. Сходи. Сейчас. Он получается 300 метров туннель. Ух ты. Обожаю такие места. А вот он туннель. Смотри. Здесь, как видите, кругом сплошной бетон, вообще нет никаких декоративных элементов. Этот форт хорошо замаскирован, и его почти не видно со стороны озера. Тут катакомбы столько. Блин, тут потеряться нельзя? Не знаю. Надо, получается, все эти равны. Ну да, они все взаимосвязаны. Тут вон стрелочка идет, куда идти. А получается, загнуто это на одну такая. Вот так идет туда. А вот вниз идет, смотри. Так, сейчас заглянем, что здесь. Здесь ничего нету. Тут написано, что это такое. Не метр не надо. Ого-го. Ого-го, потом наверх подниматься. Ну, надо идти. Как в таком месте быть и не сходить. Сейчас найдем где-нибудь сокровища спрятанные. Здесь темно. Здесь, наверное, выкатывали орудия. Получается все. Стояла большая пушка. Да, бештим здесь Гаубица орудийная тоже позиция. Вражеские корабли подплывали, и они тут их обстреливали. Форт, как и многие другие в округе, имел в основном оборонительные функции. Тут, видимо, со стороны озера тоже этот грот подвергался обстрелам. Есть даже такие завалы. Справа и с левой стороны. Там было что-то написано, обваливалось. Все бетоном залито. Вот плюс толщина стен какая. И тут Вот они все трубы. После строительства этого форта здесь располагался гарнизон, где насчитывалось до 200 военных. Правда, если честно сказать, не верится, что здесь можно разместить столько людей. Хотя, кто знает, форт вовсе не маленький и имеет 3 этажа.
Бат. Тут что-то было. Ну, точно. Второй там 10. Блин, тут столько... Тут реально заблудиться можно. Ты прикинь, тут сталагмиты, сталактиты, кто из них что там называется? Хапает, да? Ох, какой вид на город. Тепло здесь и такое, а откуда это? Интересно. Вода откуда-то капает, да? Мне на голову Вон они, капнуло. видишь, маленькие. Это получается, вот это потом все нарастет, и вот это по стенам все видно. Но здесь она не нарастет в такую жару. Ну, сейчас такая жара, и... Так, откуда мы пришли? Пойдем сюда. Вот тоже такая же. Штеллинг для 8-сантиметровой пушки. Это было. Ну, понятно, да, что это пушечные позиции. А это уже были позиции для стрелков, наверное. Блин, это такие проходы. Где сегодня? Слушай, ух ты! Дальше тут никто не пойдет. Проход такой узкий, чтобы было видно, я сейчас покажу. У тебя клаустрофобии нету? Нет, Все, такой, по крайней мере. Все, мы в тупике. Там есть щелка, если что. Через эту щелку ты не проберешься никак. Она завалена. Ух. Интересно, для чего такой коридор здесь? Для чего-то он предназначался. Здесь нету надписи. Что это было? Штефан Зря. Такие фесты посмотреть. Так, сюда пойдем, да? Здесь мы не были. Это центральный зал. Это мы оттуда заходили сейчас. Вон оттуда вход. Там вот спереди лестница ведет еще наверх. Нет, это промеж. Да, сколько здесь бетона израсходовали. Бетона-то ладно израсходовали, но как это все строили? Как сюда такой стройматериал тяжелый поднимали. Тут все написано. Если сфотографировать, а потом почитать. Фотографируй, потом почитаешь. Тоже вон. Вот смотри. Ну, пожалуйста, сталактит, сталагмит. Ну, все. Ну да, Нарастает. нарастает потихоньку. Интересно. Интересно, что такое. В таком месте такое. Блин, тут еще ступеньки есть наверх. Или это... Тут, наверное, до самого верха, где вот это самое круглый. Слайд, тендритый купель, артиллерия. Ой.
ступеньки такие крутые. Ну тут уже получается под самым вот это наверное, круглое, где-то там бункер ну сам. тут, да, тут уже заварено. Там-то был? Нет, это другая. Ну поднимись, там, может щелочка какая-то есть, что-то видно. Ну да, тут бойница вон. О, здесь поэтому говорю. Ну вот она, эта вся бетонная. Мы на самом верху сейчас находимся. А там мы не ходили, а там. Крыша железная, нагрелась на солнце, здесь жарко стоять. Пошли отсюда. Жарко. Интересно. А здесь уже завалы, уже решетка стоит, уже дальше не пройти. Здесь уже видно усиливает, видимо обваливается потихоньку. Там еще вниз идет, смотри. Я уже дороги назад не помню. Ну, вниз по-любому надо идти. Смотри, что там вниз идти. Здесь мы все проходили, здесь не проходили, по-моему, наверное. Здесь, нет, здесь мы смотрели на ту сторону, да? Вот так? Нет, мы здесь и были. Да, здесь мы были. Здесь мы были. Ну здесь, да. Вот как можно было, смотри, когда здесь пушки стояли, как можно было такую красоту все обстреливать? Ну, здесь же этой красоты не было еще. Важная дорога. Город-то все равно был уже до Первой мировой войны. Есть старые постройки. Так, а для защиты же все было. А вдруг кто нападет? Представляю, если отсюда производились артиллерийские выстрелы, какой тут грохот стоял. Так, все, двигаемся теперь к выходу. Место, конечно, интересное, да? Где было? Лесенка вниз. Ты пока поищи выход. Да, тут такие катакомбы, что можно заблудиться. Да, место, конечно, шикарное. Обязательно здесь стоит побывать. Ну а следующее, что нас ждет, это город, который мы собираемся еще тоже посетить и прогуляться, поближе изучить. Потому что мы уже со вчерашнего вечера здесь, а в городе еще толком не были. Только там немножко на набережной. Так, ну что сказать, место очень интересное, и мы остались вполне довольны увиденным. Я уверен, что кто приезжает в Рио-дель-Гардо, обязательно посещают это место, потому что это совсем рядом от города, ну и это местная достопримечательность. Да, здесь подойдет место для отдыха людям, которые любят активный отдых, которые любят скакать по таким лестницам. А мы все выше и выше поднимаемся. Вот мы поднялись сейчас на самую вершину этого форта. Вот сейчас мы внутри были, где на самый верх поднимались, в эту расщелину смотрели. Там видишь еще какой был, да? Угу. Понял. На него заходить нельзя, да? Загорожено все. Все загорожено. Таких умников, наверное. Так, еще раз покажу, что нас окружает. Если посмотреть на город с этой стороны, он не менее красиво, чем там с левой стороны, когда на Гарду посмотришь. Чего? Там дальше. Наш же голубой.
Слушай, не, это не наш. Наш, по-моему, там немножко левее.